Добрый день, мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. Как всегда, приглашаю подписаться, кто еще не подписан, поставить лайк этому видео, если оно вам понравится, для того, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. Ну а мы с вами начинаем очередное видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. И сегодня на календаре 14 января, киевское время, 15 часов. Ну что ж, утро началось с тревог. С тревог, взрывов, работы ПВО, ну в частности в столице нашей страны, нашей родины Украины. Было очень много, точнее не было, а взрывов и применения ПВО было немного. По данным столичной мэрии или столичной администрации военной, говорится о том, что есть попадание в объекты инфраструктуры. В остальном есть падение обломков ракет в нескольких районах Киева. Вот. И срабатывание систем ПВО тоже в нескольких районах Киева. Вопрос о пострадавших пока что информации на данный момент нету. Она уточняется, как сказал мэр Киева. Спасательные службы работают на местах. Но очень много пошло разговоров о том, что было применено Российской Федерацией и как было применено. Я так понимаю, надо, наверное, немного разъяснить. Сначала были взрывы и стрельба ПВО, потом была воздушная тревога. Это могло быть обусловлено тем, что были применены ракеты, баллистические ракеты. Баллистические ракеты, которые долетают до Киева, применены могут быть только комплекса «Искандер». Ракета С-300, как пишут некоторые, определенная модификация С-300, ее такой нету. На сегодняшний день максимальная дальность поражения ракеты С-300 составляет 200 км по воздушной цели. И то это большие цели типа бомбардировщиков больших. Вот. А запустить ее на дальность более 200 км в варианте Земля-Земля, то есть пущенная с Земли и упавшая на Землю, на сегодняшний день такой информации нигде не существует, что Россия модернизировала до такой дальности комплекс С-300. Поэтому, скорее всего, были баллистические ракеты типа «Искандер». Судя по тому, что заявляет белорусский ГАЮН, что не зафиксировано никаких пусков ракет с территории Белоруссии, авиация не поднималась в воздух, то есть кинжалов, МиГ-31 не поднимались в воздух, кинжалов быть не могло. Соответственно, можем сделать предположение, что пуски были с территории Российской Федерации, где-то с северо-востока Украины. Вот оттуда, с той северо-восточной границы, то есть границы Черниговской области, где-то оттуда могли шарахнуть Искандерами по Киеву. Далее была тревога, до 17 самолетов в воздухе находилось, но на момент записи видео был отбой воздушной тревоги. И было заявлено, что российская авиация стратегическая имитировала ракетный удар. Скорее всего, это была тренировка экипажей. Кстати, 17 машин в воздухе говорит о том, что они возвращаются на аэродром Энгельс. И, видимо, этот вылет с имитацией пусков ракет был тренировкой для пилотов на ближайшие дни. Вот такая вот обстановка на данный момент, на данный час в Киеве. А мы с вами дальше разбираем обстановку по всей стране. Итак, нападая на населенные пункты, враг продолжает разрушать инфраструктуру и дома гражданского населения, нарушая тем самым нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи войны. Кстати, по сообщениям некоторых телеграм-каналов, до 8 частных домов разрушено в Киевском районе в результате попадания ракеты в одном из населенных пунктов. Вот вам яркий пример нарушения гуманитарного права, их законов и обычаев войны.
За минувшие сутки враг нанес 15 авиационных ударов и 5 ракетных авиаударов. Ну, судя по сегодняшнему утру, точнее, это уже 7 ракетных ударов, потому что утренний удар был, скорее всего, групповой, от 2 до 3 ракет. 2 из них по гражданской инфраструктуре города Константиновка Донецкой области. Также противник совершил 95 огневых ударов, нанес точнее 95 огневых ударов реактивными системами залпового огня. В том числе и по городу Херсон в эти сутки Российская Федерация ударила реактивной артиллерией. Опасность авиационных и ракетных ударов никуда не исчезает по всей территории Украины, так что не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, берегите себя. Основные усилия противник продолжает сосредотачивать на попытках захвата Донецкой области и в пределах административной границы. Продолжается движение в направлении Бахмута. Противник также ведет неудачные наступательные действия на Авдеевском направлении, на Купянском и Лиманском направлениях, не перестает пытаться улучшить тактическое положение. За прошедшие сутки подразделения сил обороны Украины отбивали атаки оккупантов в районах населенных пунктов Площанка, Белогоровка, Червонопоповка в Луганской области и Раздоловка, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Водяны, Победа, Майорск, Мар'їнка, Велика Новоселовка в Донецкой области. Волынский, Полесский, Сиверский и Слобожанский направления. Наступательных группировок врага не зафиксировано. При этом вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Купянское или Сватовское направление. Здесь продолжаются позиционные бои к югу от Кременной. И, как было сказано уже выше, противник пытается улучшить тактическое положение. То есть ведет встречный бой с использованием десантных войск. Лиманское направление. Здесь идут позиционные бои. Интенсивность немного меньше, чем на Сватовском направлении. Но, тем не менее, вооруженные силы Украины тоже пытаются поддавливать российские войска, постепенно улучшая свое тактическое положение. Бахмутское направление. Враг пытается продавить юг на юге от населенного пункта Клещиевка. Захватил за прошедшие сутки, имел частичный успех в виде, взял несколько посадок вокруг населенного пункта. В очередной раз пытается продвинуться на восточных окрестностях Бахмута. Безуспешно, успеха не имеет. У Подгороднего и в районе Красной горы враг проводит активные наступательные действия. На момент записи этого видео бои продолжаются, результат неизвестен. В Солидаре поставлена цель полностью вытеснить вооруженные силы Украины к железной дороге. Поэтому в город прибывают дополнительные резервы российских войск. Враг пытается, тут надо отметить, что Солидар не под контролем у российских войск полностью. Мы обороняем западную окраину города, то есть западная часть города находится под нашим контролем. Мы там ведем оборонительные бои. Да, они ставят себе цели, но на данный момент ситуация хоть и очень крайне тяжелая, но вооруженные силы Украины отбивают атаки российских войск. И мы удерживаем западную окраину Солидара. То есть Солидар на сегодняшний день не находится под полным контролем одной из сторон. Итак, враг пытается подойти к Веселому, ведет наступательные действия, бой продолжается, результат пока на данный момент неизвестен. Также поступает информация о попытках подойти вплотную к Благодатному, но визуальных подтверждений этому пока нет, и будем считать, что противник не имеет успеха на этом направлении. Но, тем не менее, журналисты издания CNN пишут, что возле Солидара они стали свидетелем организованного отвода наших войск от города Солидар.
Я так понимаю, что это может быть это не столько отвод войск, сколько это перегруппировка войск. Почему? Потому что мы там постоянно проводим перегруппировку, так же как и российская сторона, они заводят резервы, и мы тоже, мы меняем части на переднем крае. Поэтому, не буду оспаривать, конечно же, написанное каналом CNN, тем более, что их группа, они пишут, что группа журналистов была буквально в 4 километрах от Солидара и стала свидетелем того, как в пятницу днем украинские силы переправляли войска, что, по-видимому, было организованным отступлением из города. Нет, это, скорее всего, была ротация. Но и идем далее. Авдеевка. Продолжаются бои у самой Авдеевки, Первомайского и Невельского. В штурмах Невельского враг демонстрирует, даже как отмечают, чудо советской тактики. Сначала они идут в бронированном порядке, то есть пускают бронетехнику, мы жмем бронетехнику, затем в атаку идет пехота, уже без брони. Броня догорает, они идут в наступление. Естественно, пехота без брони терпит тоже поражение. И тем самым счет между бронетехникой и пехотой выравнивается 1-1 в пользу вооруженных сил Украины. Несмотря на то, что Авдеевское направление находится под командованием, военным командованием, а сейчас мы знаем, что Генеральный штаб приступил к управлению войсками уже в полном объеме. Генерал Герасимов назначен и в полном объеме управляет войсками на всей линии фронта в Украине. Новопавловка, Новопавловское направление. Здесь идут позиционные бои. Большой активности войск не замечено. На запорожском направлении наши вооруженные силы выравнивают ситуацию в районе Мирного и Дорожнянки. Мы отбросили противника и практически вернулись, чуть-чуть еще осталось вернуться на исходные позиции, с которых стартовали российские войска. Скажу так, что пишите, спрашивайте в комментариях, почему внезапно, потому что так удалось сработать. Это война, кто кого переиграет. Им удалось подтянуть резерв и совершить внезапную атаку. Они имели частичный успех, который мы в течение суток локализовали и отбросили их практически на исходную позицию. Но такие попытки происходят постоянно на линии фронта, поэтому почему и говорят, что нельзя расслабляться, надо смотреть в оба, и тут противник всегда пытается найти слабое место или момент для того, чтобы использовать какие-то свои преимущества. Даже фактор внезапности и тот является большим преимуществом. Далее Херсон. Здесь изменений практически нет. Ситуация в общем остается контролируемой, но сложной. И идет обмен артиллерийскими дуэлями. Артиллерийскими ударами идет артиллерийская дуэль между правым и левым берегом Днепра. Единственное, что город Херсон стал теперь регулярно обстреливаться российскими войсками. И это, конечно же, создает огромные проблемы, потому что постоянно приходится восстанавливать и водоснабжение, и электроснабжение в городе, и другие коммунальные службы. Плюс мирное население, что самое страшное, мирное население несет потери. Оккупанты усиливают контрсаботаж и контрразведку на временно оккупированных территориях. В частности, в населенном пункте Великая Лепетиха Херсонской области проводятся случайные проверки телефонов местных жителей на наличие фото и видео российской военной техники. По состоянию на 12 января 2023 года задержано и доставлено в неизвестное место назначения 3 мирных жителя. Да, вы обратились там, хорошо, я сам найду ссылку на вот эту инструкцию, как чистить телефон, и размещу ее в описании к этому видео, для того, чтобы вы могли правильно это сделать и не вызывать подозрения на российских блокпостах или во время вот таких внезапных поверок или проверок. Украинское
украинская авиация нанесла 9 ударов по оккупированным районам. В основном подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили 2 пункта управления. 8 районов сосредоточения живой силы и техники противника, зенитно-ракетная установка, 3 склада боеприпасов, а также 2 других важных объекта были поражены за прошедшие сутки. И хочется, давайте еще разъясним ситуацию по ракетоносителям в морях, во всех морях. Итак, ситуация по... Это информация официальная из группы в Фейсбуке Генерального штаба Вооруженных сил Украины и телеграм-канала оперативный ЗСУ. Так вот, в Азовском море на данный момент носителей нет ракет «Калибр». В Черном море на утро была информация, это информация на 6 часов утра 14 числа. 1 носитель ракет «Калибр», это 8 ракет. Ну, правда, сегодня к обеду появилась информация, что вроде как 3 носителя и до 20 ракет в залпе вышли в море. Хотя море штормовое и очень проблематично выходить. Хотя я не исключаю того, что они могли выдвинуться в открытое море уже в течение. По Средиземному морю, давайте так еще поговорим. Там находится 5 носителей ракет «Калибр». Общий залп может составить до 72 ракет. Но я обращаю внимание, что они там находятся уже 9 месяцев, даже больше, 10. Они даже раньше, наверное, раньше пришли. Год они уже там находятся. Но ни разу не было попытки, я думаю, что и не будет попытки. Потому что, еще раз повторюсь, они не могут, Россия физически не рискнет пускать ракеты с Средиземного моря, потому что для того, чтобы попасть в Украину, этим ракетам надо преодолеть воздушное пространство стран-членов НАТО. Это Турция или там Болгария, Румыния. Через, допустим, восточное направление, если огибать, то там территория России и Кавказ. Вот. Но опять же, чтобы обойти Турцию, надо пускать ракеты, чтобы они зашли аж до Каспийского моря через воздушное пространство Ирана. Иран, может быть, и разрешит, но как это будет выглядеть дальше, абсолютно непонятно. Поэтому их нельзя сбрасывать со счетов, но и прямой угрозы или непосредственной угрозы на сегодняшний день эти носители не несут. Турция пока что стоит на своих позициях в плане того, чтобы не пропускать российские корабли в акваторию, военные корабли в акваторию Черного моря. Вот такие вот военные новости на сегодняшний день в Украине на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Харькова до Херсона. Ну а мы немножко еще поговорим о военно-политических новостях, они тоже очень интересные. И первая новость сегодняшнего дня будет касаться, естественно, большая часть новостей касается Российской Федерации, потому что мы с ними воюем, они на нас напали. И в борьбе с российским фашизмом нам необходимо знать, что же происходит в логове врага. Итак, в Российской Федерации кардинально меняется направление пропагандистской машины. Это говорит о смене стратегии в ведении войны против нас с вами, против Украины. А именно, это, кстати, подтверждает ту вчерашнюю теорию, которую я вам озвучил по поводу того, что ЧВК Вагнера, вот в той ее части теории, что ЧВК Вагнера, они выполнили свою работу. Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Это касается Пригожина, Суровикина и, наверное, же Кадырова. Вот этот триумвират, он медленно идет, его пустили ко дну.
пуская пузырьки, они теперь идут очень сильно ко дну. Почему? Потому что военное командование государства-агрессора создало специальный документ, которым определяется, как именно кремлевская пропаганда должна освещать события войны против Украины. То есть новая методичка, новая метла, старая метла, но по-новому метет. И что же теперь? А оказывается теперь общие рекомендации содержат, тут пишет 11 пунктов, я вам вкратце их оглашу. Первый – это ориентирование на информацию исключительно из согласованных с Минобороны Российской Федерации источников. То есть теперь пропагандисты не будут рассказывать про великие подвиги ЧВКшников, прославлять зэков, которых они, кстати, зэков они там собрались принимать в МГУ, они уже там у них герои, вот, и что надо им дать возможность учиться, и что они вот даже депутатами могут быть теперь, оказывается. Так вот, сегодня только Министерство обороны России определяет тематику новостей согласно войны против Украины. Акцентирование в информационных материалах, комментариях всех экспертов на ведущей и положительной роли Сергея Шойгу и Валерия Герасимова. То есть теперь два главных героя, Чук и Гек, наверное, так их можно назвать, это Шойгу и Герасимов, которых теперь будет возглавлять восхвалять, российская пропаганда. Вот такой вот резкий разворот. Оправдание ударов по критической инфраструктуре Украины, ссылаясь на вынужденность таких действий. То есть они, помните, как я все время привожу этот пример, когда российские военнопленные в первые месяцы войны, взятый в плен, сказал, что на вопрос, зачем вы нас убиваете, он сказал, мы вас убиваем, чтобы вы нас полюбили. Так вот, примерно так же российская пропаганда будет оправдывать удары, это вынужденная мера. Теперь это называется. Оставить нас без света, тепла и воды, это вынужденная мера. Дальше. Подчеркивание темы предоставления Украины западного оружия. В этом смысле отдельно рекомендуется сосредотачивать внимание, что Россия проводит военную специальную операцию не против Украины, а против всего НАТО. То есть мы теперь инструмент. Кстати, достославный Небензя, представитель Российской Федерации в ООН, постоянный представитель в ООН, сказал, что Украина это вообще частная военная компания НАТО. Вот так вот. Мы, оказывается, с вами теперь якобы наемники натовские, которые вот ведут, нас так зазомбировали, что мы с братским народом, опять возвращается тема братского народа, что мы с братским народом ведем типа смертельный бой. А на самом деле Россия борется с НАТО за то, чтобы нас освободить от натовского гнета. Вот, от гнета англосаксонского клуба, как сказал тот же самый Небензя. Дальше. Полный отказ от упоминания частных военных компаний, особенно типа Вагнера, в положительном контексте. Делать акцент на чрезмерных человеческих потерях и бессмысленных атаках ЧВК. То есть теперь то, чем гордился Пригожин, чем гордилась... Кстати, вся российская пропаганда гордилась, что они идут на самопожертвование ради Родины, искупая вину перед Родиной, потому что их из тюрьмы. Теперь они сволочи и негодяи, потому что несли большие потери, чрезмерные потери и бессмысленные атаки совершали на вооруженные силы Украины. Вишенка на торте – это отслеживание и цитирование публикаций в иностранных средствах массовой информации об успехах вооруженных сил Российской Федерации и неудачах вооруженных сил Украины. Особое внимание предполагается сосредоточить на заявлениях западных и украинских политиков, которые можно интерпретировать в подобном ключе. То есть они будут извращать факты, говорить на черное черное и подавать их в том контексте, который им необходимо. Вот но наша разведка делает, что в целом документ свидетельствует о кардинальном изменении акцентов в освещении хода событий в войне против Украины, а также обострении политической борьбы внутри страны агрессора. Вот такая вот новость пришла из Российской Федерации. Далее.
Издание Bloomberg пишет, что они приходят к выводу, что Путин делает ставку на самых бедных граждан Российской Федерации. То есть те, кто живет за чертой бедности, те, кто готов за 3 копейки пойти и убивать. Ну или за 30 серебряников там. Как они уже это... То есть, ну, в принципе, это было понятно с самого начала, что военкоматы в первую очередь гребут тех, кто не может, у кого есть долги, у кого нет средств к существованию, кто не может устроиться на работу или не хочет устроиться. Ну, те, кто не хочет устраиваться, они не пойдут в военкомат. Они бомжуют или живут на своем нищенском уровне, но если они не хотят работать, то воевать они тоже не хотят. Я думаю, что тут по идее должна быть прямая зависимость. Если человек не хочет работать, то и воевать он тоже не хочет. Если ему нужны деньги, но он не может устроиться на работу, то он пойдет воевать, потому что это способ заработать денег. Вот вывод приходит издания Bloomberg, что Путин делает ставку на нищету, на тех, кто живет за чертой бедности, и кто в огромных долгах и должен там стране как земля колхозу. Также наша разведка сообщает о том, что Российская Федерация пытается перевести промышленность на военные рельсы, и Путин готовится к длительной войне. Ну, об этом писали и западные источники, и в том числе и разведки. Об этом говорит и наша разведка. Я вам говорил об этом, но подчеркивал, что у России, как всегда, нет времени. Так вот, они хотели это сделать. Постановление правительства о переходе, о мобилизации экономики было... Летом был закон, а где-то в конце лета было постановление правительства. И только сейчас, почти полгода прошло, они начинают выполнять эти мероприятия. Ну, это инерционность бюрократической машины. Но я так понимаю, что промышленность может перейти где-то к лету, а может быть и больше, к осени текущего года. Но тем не менее, это, кстати, еще наталкивает на мысль, что Путин все-таки готовится объявить военное положение в стране и, скорее всего, всеобщую мобилизацию с закрытием границ. Видимо, они все-таки не избегут этой участи оказаться в состоянии военного положения, закрытых границ и всеобщей мобилизации. Кого и куда они будут мобилизовать в таких масштабах, на сегодняшний день сказать очень трудно. Судя по тому, как они не могут управиться с сегодняшним потоком мобилизованных, и постоянно у них возникают проблемы. Вот такая ситуация на сегодняшний день. Еще есть парочка новостей. Это то, что правительство Великобритании в понедельник планирует заявить о решении передать Украине боевые танки Challenger 2. Об этом сообщает издание The Guardian. Вот тут, кстати, можно быть полностью Риши Сунак. Он в этом плане абсолютно самостоятельная фигура. Почему? Потому что Challenger 2 это танк Великобритании. Правообладателем этого танка является Великобритания. Поэтому если правительство принимает решение, что передать нам танки, то, поверьте, никто уже не помешает им передать. Причем пан Сунак заявил о том, что в Украину в ближайшее время будет доставлено 4 танка Challenger 2. Я так понимаю, что для обкатки и первичного обучения. Хотя они могут обучать наших спецов. Мы же готовим там целый контингент в Великобритании для наших вооруженных сил. И сразу же за этими 4 чуть позже будут переданы еще 8 машин. Итого 12 танков планирует передать Великобритания типа Challenger 2 для вооруженных сил Украины. Вот так надо поставлять вооружение. Понимаете, когда между заявлением политиков и поставками танков проходит 1, максимум 2 недели, которые в большей степени занимает транспортировка этой техники с Туманного Альбиона до просторов Украины. Также Guardian заявляет, что
передадут, что еще в свою очередь Германия может разрешить. А вообще на сегодняшний день есть информация, что уже 5 стран готовы передать вооруженным силам Украины танки «Леопард». Об этом заявил наш министр иностранных дел пан Кулеба. И он даже дальше пошел, как министр иностранных дел, даже немножко далеко. Он сказал, что наша цель собрать танковую бригаду из «Леопардов». Это для начала. Танковая бригада где-то порядка 100 машин. Вот. Если будет 100 «Леопардов», я вам скажу, что танковая бригада из «Леопардов» может накрошить и наделать для нас очень положительных, а для России очень, очень большой беды на линии фронта, что бы очень хотелось. Так что будем надеяться, что эти 5 стран, которые готовы нам передать «Леопарды» вторые, получат разрешение от Германии. Видите, даже Великобритания высказывает, что мы даем танки и надеемся, что Германия тоже даст разрешение на передачу этих танков. И Украина наконец-то начнет пересаживаться на современные танки западного образца, которые превосходят, очень значительно превосходят в своих характеристиках российские образцы. Тем более, что Российская Федерация пересаживается наоборот на советские танки на сегодняшний момент. На посошок такая вот новость, что на этой неделе решением командования НАТО было оглашено о переброске самолетов дальней радиолокационной разведки систем типа АВАКС на территорию Румынии. И они в основном будут контролировать ситуацию в Украине с акватории Черного моря. Кстати, сегодня, сразу после объявления воздушной тревоги в Киеве и Киевской области, в Румынии был отмечен взлет такого самолета, это Boeing E-3B Sentry. Я так понимаю, он принадлежит ВВС Нидерландов, и я так понимаю, они просто их очередь дежурить на восточных границах НАТО. И этот самолет-разведчик сразу же поднялся в воздух и начал вести обзорную разведку по ситуации в Украине и вокруг нее. Я напомню, что у него дальность разведки может составлять 1000, в более новых и модернизированных версиях еще и больше, 1000 километров. То есть это довольно хорошая машина, которая видит на такое большущее расстояние. Ну что ж, вот такие новости, военные и военно-политические, произошли сегодня, за прошедшие сутки, точнее, в Украине и вокруг нас. Я по традиции делаю паузу. У вас есть время подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, если оно вам нравится. И через некоторое время мы с вами продолжим. И по традиции, как обычно, мы продолжим ответом на те вопросы, которые вы прислали. И наверное, самый часто встречающийся вопрос, и я его поставил в первом, это все просят дать разъяснение по поводу большой войны. Появилась такая информация, большая волна. Скажу сразу, что вообще создалась большая волна вокруг Украины. Это даже отмечает и наша разведка. И главнокомандующий наш Валерий Залужный, генерал Залужный, сказал о том, что сегодня идет массированная информационно-психологическая специальная операция вокруг Украины. И начиная от лжеинформации по состоянию дел в Солидаре и Бахмуте, заканчивая вот такими большая война. О чем суть большой войны? Суть о том, что якобы Российская Федерация подготовила группировку войск 600-700 тысяч. Война может начаться внезапно, хоть завтра, они уже полностью готовы. Удары могут быть как на востоке Украины, так и на юге Украины с высадкой морского десанта.
о чем мы уже как бы давным-давно забыли. Вот. Также удар может быть нанесен вдоль западной границы Украины, Волынь, Львов. Это то, о чем мы с вами говорили еще на самом первом этапе войны, то есть весной была такая угроза, что если белорусская армия решит вмешаться в эту войну, то вполне возможно, что они могут нанести либо на Ровно удар, либо на Луцк, Львов, для того, чтобы отрезать пути поставок западного вооружения. Ну и еще, что будет применено новое сверхоружие, супер оружие, которое коренным образом может изменить ход военной кампании. Ну, давайте начнем по порядку. Первое, то, что 600-700 тысяч на сегодняшний день, поверьте, если бы в России была такая группировка, об этом бы знали все западные разведки. Спрятать такое количество людей даже на просторах Российской Федерации невозможно. На сегодняшний день мы знаем точно, что они 300 тысяч отмобилизовали, и мобилизация продолжается. То есть еще где-то там 100-150 тысяч на подходе. С 5 января они начали опять разносить повестки. Возможно, это следующая же волна будет мобилизации, но пока что не объявленной мобилизации. Но из первых 300 тысяч мы знаем, что больше 100 тысяч находятся на территории Украины, и часть из них уже погибает. Они восполнили потери, то есть их без подготовки бросили в бой. Часть разбросана по европейской части России, проходит подготовку. Часть находится в Белоруссии, проходит подготовку. Вот. Но на сегодняшний день есть огромная проблема у Российской Федерации для оснащения этих людей тяжелой техникой и вооружением. То есть артиллерия, танки, бронетранспортеры. Вот это. Плюс боеприпасы. Боеприпасы мы видим уже идут с колес. То есть мы на линии фронта встречаем и дроны, и ракеты, и снаряды выпуска лето-осень 2022 года. То есть прямо с конвейера и ракета идет на аэродром, цепляется на стратегический бомбардировщик, и снаряды с завода прямо идут на линию фронта, не через какие склады, как в принципе в классике положено. Завод наполняет склады, а воинские части питаются со складов. Это что касается 600-700 тысячной группировки. Думаю, что вот если брать оценки западных аналитиков, и, кстати, тоже оценку нашего генштаба, который озвучивал генерал Залужный, март-апрель. Немецкая разведка вообще дает, что к апрелю Путин может быть готов для того, чтобы возобновить наступательную операцию. К апрелю, не ранее. Наш главнокомандующий говорит, что это начиная с конца февраля, то есть примерно с 24 февраля, это годовщина массированного вооруженного вторжения в Украину. И март месяц это будут самыми такими опасными и критическими в плане того, что Российская Федерация скорее всего будет готова к возобновлению наступательных операций. Вы же не забывайте, 700 тысяч перебросить. Вот смотрите, открываем телеграм-канал «Белорусский Гаюн». Огромное им спасибо за их разведданные. Они говорят, вот в пятницу ушел эшелон с Белоруссии, с российскими военными, уже военными, которых подготовили из мобилизованных. Ушел эшелон на Донбасс, на Луганщину он пошел. И мы сейчас это увидим на Луганском направлении, где-нибудь в районе Сватова или Кременной. Так вот, там идет несколько пассажирских вагонов, это 400 человек, 8, по-моему, да, 8 по 50, 400 человек и 38 платформ с техникой и вооружением. Это один эшелон. 400 человек. Сколько вагонов надо, чтобы перевести 700? А эти 700 человек еще должны быть с техникой и вооружением, с обозом, полевые кухни, бани, командно-штабные машины, узлы связи. И боевая техника. Боевая техника. Полк это больше 100 танков, это больше 100 бронемашин, бронетранспортеров или БМП. Так это только специальная техника. Это вооружение, точнее. Это не специально, это только вооружение. А обоз полковой на чем вести? Вот.
Поэтому, если бы в Российской Федерации было массовое движение эшелонов в направлении Украины, мы говорили бы, что да, они перебрасывают, и да, эта группировка находится вот либо на границах Украины, в Белоруссии, в Брестской области, либо, а там сейчас 10 тысяч. Мы четко отслеживаем, там порядка 10 тысяч на полигоне в Брестской области. Это вот те, которые прибывают. Кстати, там прибыл эшелон, они привезли 700 человек. А убыл эшелон, они увезли 400 человек. Вот такая вот ротация там происходит. Но не 100-тысячная группировка, потому что идти до Львова, это глубина там, по-моему, около 500 километров от белорусской границы. И идти на такую глубину, ну, нужна группировка войск соответствующая. Понимаете, это должно быть не 50 даже тысяч, это 1100 надо туда загнать. С техникой, вооружением, подготовить им резерв, человек 1050 как минимум, начальный. Приготовить им топливо, продовольствие, боеприпасы. Это огромнейший обоз. Поэтому сейчас говорить, что завтра начнется большая война, не будем. По состоянию группировки российских войск. Кстати, даже там приводится пример накопления 175-тысячной группировки, которая вторгалась 24 июля. Так Путину понадобился год. Апрель 21-го, первая переброска, начало переброски техники на границы Украины. Апрель 21-го. И только в феврале 22-го, после проведения учений «Союзная решимость» на территории Белоруссии, началось вторжение с 3 направлений. С севера, с юга и с востока. Причем с востока оно было растянуто практически вдоль всей нашей восточной границы. Теперь про морской десант, южное направление, морская десантная операция. На сегодняшний день море штормит. Носители ракет «Калибр» боятся, с трудом выходят в море, потому как оно практически период штормов. Это не я придумал, это погода так. Так природа распорядилась, что это период штормов. Выходить на десантных средствах в такую холодину при такой низкой температуре воды, вы утопите весь десант. Он не доплывет до берега в штормовом море и при такой низкой температуре. Это первый момент. А второй момент, я хочу напомнить, вспомните, когда последний раз российские корабли заходили в юго-западную часть, точнее в северо-западную часть Черного моря. То есть к нашим берегам. За мыс Фиолет, кто из них зайдет? Когда последний раз российские корабли были в районе острова Змеиный? Мы уже забыли это. А почему? Да потому что у нас на побережье стоит два вида. Я не знаю, сколько там по количеству комплексов, но у нас там 2 вида противокорабельных ракетных комплексов. Наш Нептун родненький и Гарпун британский с дальностью 200 километров. Так вот, отчертите на карте 200 километров, вы поймете, куда боится заходить, о какой десантной операции может идти речь, в какой Бессарабии. Если Гарпун готов встретить на дистанции 200 километров российские корабли. Вот и что касается супероружия. Да, супероружие, которое должно быть применено. Имеется в виду адмирал Горшков, это эсминец, который вышел недавно с Российской Федерации. Мы с вами об этом говорили, я вам рассказывал, что он якобы пошел к берегам НАТО. А берега НАТО, я вам рассказывал, берега НАТО это вся Скандинавия, это Великобритания как остров, Исландия как остров и практически весь европейский континент. Начиная от стран Балтии и заканчивая Турцией в Средиземном море. Это все берега НАТО. А еще добавьте сюда Северную Америку, которая тоже является, вместе с Канадой, является членами НАТО. Вот и куда он пошел? А он, оказывается, пошел в Средиземное море. Хорошо, пошел он в Средиземное море. По поводу ракет, там не кинжалы, сейчас я вспомню, ракеты, которые там гиперзвуковые ракеты, которые могут преодолеть любую систему ПВО. Один эсминец. Там этих ракет 8 пусковых установок. Дальше нужна перезарядка. Пусковых шаг для того, чтобы подготовиться к следующему залпу. 8 ракет.
Что для нас 8 ракет? Даже если они преодолеют нашу систему противовоздушной обороны. Какое еще новое оружие мы не видели с вами на поле боя, если мы исключаем ядерное оружие или оружие массового поражения? Конвенциальное оружие у России нет, нечем нас уже сегодня удивить. Нет такого конвенциального оружия, которое бы Россия не применяла по территории Украины, по нам с вами. Ну и самый главный момент, что опять же в Средиземном море российский эсминец находится для того, чтобы попасть в Украину, ему надо пустить эти ракеты через воздушное пространство стран-членов НАТО. Как расклад? Если они калибры не в состоянии, 11 месяцев у них 5 носителей калибров находятся в Средиземном море, и они не сделали ни одного боевого пуска, потому что Турция не простит такого. А турецкий флот в Средиземном море очень сильный. Это может быть последний пуск всей российской эскадры, которая находится в Средиземном море. Потому что Турция это не та страна, которая будет там жевать сопли. Тем более, что сегодня Россия от Турции очень сильно зависит. Очень. Турция продает, да, что нам очень не нравится. Во-первых, Турция участвует в зерновой сделке. Она имеет там свои интересы. И Турция, смотрите, как Россию резко обламывает по поводу попыток остановить зерновую сделку. Вот. Турция продает России товары, в том числе и двойного назначения. Поэтому, если Турция прекратит поставки в Российскую Федерацию, то России станет совсем туго в этом плане. Ну, я не думаю, что сегодня Таип Реджеп Эрдоган готов предоставить воздушное пространство, еще раз повторюсь, страны-члена НАТО, где, кстати, стоят и в том числе и натовские системы ПВО, которые они турецкие, может быть, но они завязаны в единую систему НАТО. Вот, через свое воздушное пространство по территории кинжалы ракеты. Ой, кинжалы, что ж такое, вылетело из головы название. Этих супер-пупер ракет. Кстати, нету тактико-технических характеристик этих ракет, нету количества этих цирконы. Нету количества этих ракет на сегодняшний день. Поэтому я бы и один эсминец, еще раз повторюсь, 8 шахт пусковых, это все, что может Российская Федерация. Огражденных от нас, кстати, молодцы, что зашли в Средиземное море, потому что там НАТО, опять же, НАТО защитило Украину, защищает, гипотетически защищает Украину в том плане, что воздушное пространство не преодолеть. Поэтому не верьте в то, что завтра начнется большая война, к которой готовится Путин. Я еще сюда добавлю то, что я только что говорил в военно-политических новостях. Это то, что российская экономика только начинает переходить. Ее готовят к переходу на военные рельсы. Тогда у меня вопрос, если экономика еще не перешла, о какой большой войне мы сегодня с вами говорим. То, что нам предстоит дать бой России, и то, что, как сказал наш главнокомандующий генерал Залужный, вот эти 200-тысячная группировка, она приедет сюда. Мы в этом не сомневаемся. Да, приедет. К марту месяцу, может быть, она приедет. Может быть, к апрелю она приедет. Но то, что Путин попытается пойти в бой, это 100%. Теперь для чего это делать? Это делается для того, чтобы все испугались. Вот услышав такую информацию, что завтра, буквально уже готовая, завтра стоит под ружьем 700-тысячная группировка с супероружием с одного эсминца, ударит по Украине со всех сторон, и мы окажемся на 3 фронта воюем. С Бессарабии наступают, с Белоруссии наступают, с востока наступают, на Харьков наступают. Гиперзвуковые ракеты летят. Что нам надо делать? Конечно же, звонить в Кремль и говорить: ау, мы готовы к переговорам, мы согласны, тихо, не стреляйте, мы уже испугались. Поэтому просто констатируем факты. Вот я вам ничего из выводов или аналитики не сделал. Я вам разложил факт ситуации по состоянию
и численности российских войск на разных направлениях вокруг Украины. И готовности России, сегодняшней готовности России, как было сказано, к большой войне. Поэтому просто сядьте, подумайте и не паникуйте. Отделяйте зерна от плевел, и у вас будет чистая информация, делайте выводы, мы все люди умные и понимаем, что зачем стоит. Вот так я бы ответил на вот этот вот о большой войне и применении обманной тактики. И, кстати, обманная тактика, что такое тактика? Это взвод, батальон, взвод, рота, батальон. Это тактика. Обманная тактика — это что они под покровом ночи, замаскировавшись веточками от кустов, будут продвигаться, или в маск-халатах будут продвигаться с одной позиции на другую. Мы так уже 11 месяцев воюем. Когда скрытность перемещения иногда влияет на успех от того или иного боя. А передвинуть, сегодня попробуйте дивизию передвинуть. Вот Российская Федерация. Мы же знаем, каждую колонну мы знаем. Сколько идет грузовиков, каких грузовиков, где они остановились, где они ночуют. Как только они остановились на ночевку, что у нас? У нас сразу туда прилетает наш животворящий Хаймарс. Если он достает. Если не достает, то мы ждем, когда они подойдут поближе. Вот. Так что вот такая вот ситуация по большой войне. Про ссылку о том, что как чистить телефон, я уже сказал, что я поставлю под этим видео. Хорошо, я ее буду копировать из видео в видео, чтобы вы постоянно могли ее найти. Вообще скажу для тех, кто захочет поискать на просторах интернета, то телеграм-канал Deep State Maps, Deep State он называется, открывайте, там эта ссылка тоже есть. И было бы неплохо, если бы, допустим, команда Deep State закрепила вот такие ссылки, как алгоритм чистки телефона на оккупированных территориях, в титульной части, допустим, своего телеграм-канала. Я сделаю в описании. Что значит выражение, что Россия начинает применять стратегическую авиацию? Во-первых, это выражение звучит еще с первых дней войны, когда они делали пуски крылатых ракет. Россия, это то и значит, вы понимаете это выражение в буквальном смысле слов, которые входят в это выражение. То есть это то, что стратегической авиации относятся бомбардировщики Ту-22М3, это стратег российский бомбардировщик, он способен нести и ядерное оружие, и крылатые ракеты. Это бомбардировщик Ту-95, там есть несколько модификаций, та, которая причиняет нам больше всего вреда, это МС, которая способна нести крылатые ракеты. У него в середине барабан, по-моему, на 5 или на 6 ракет, и у него есть подвесы на крыльях и на фюзеляже. Вот одна такая зараза, Ту-95 МС, может взять до 10 крылатых ракет. По 4 ракеты на каждом крыле, это 8, и 2 ракеты под фюзеляжем, это 10. И Ту-160, тоже сверхзвуковой стратегический бомбардировщик дальнего радиуса действия. Вот поэтому, как только они начали подниматься в воздух и наносить ракетные удары по территории Украины, вот с этого момента появилась фраза, что Россия начинает применять стратегическую авиацию. И она ее применяет. И если вам кто-то говорит, что завтра взлетит суперсамолет, там какой-то суперджет, который Россия так и не смогла продвинуть на рынок и свернула. Правда, пассажирский, но все равно, из новинок. И все изменится, и это будет стратегическая авиация, которая будет наносить там стратегические удары. Не бойтесь слова стратегического, всегда внимательно читайте выражения и прекрасно понимайте, что Россия применяет с первого дня этой войны, Россия применяет стратегическую авиацию по нам. Ту-22М3 Х-22 ракетами пуляют, 95-е применяют 101-е и 55-е и 555-е ракеты. Ту-160, вот, кстати, надо отметить, Ту-160
пока что замечен не был. Но он может взять на борт только 101 ракеты, другие у него в барабан не влазят. А подвесов на крыльях у него нет. У него в середине барабан, по-моему, если я не ошибаюсь, на 12 ракет. Вот. Так что пока что не был замечен, да, в основном вот этими старые, его, кстати, название «Медведь» Ту-95. Вот эти вот медведи еще советские, российских нет. Вот они, это и есть применение стратегической авиации. Добрый день. Можно ли изменить маршрут полета крылатой ракеты, если она уже на борту носителя, а тот в свою очередь в воздухе? Можно, но это очень проблематично. Это займет очень много времени, и самолету придется находиться в воздухе, пока этот самый специалист, там должен быть в экипаже специалист, который по программированию этих ракет, и он будет вводить новую программу в головную часть этой ракеты. Это очень проблематично, это уже не делают. Обычно это делает на земле специальная команда, кстати, мы ее знаем поименно, всю эту команду, есть даже фотографии, там в основном молодежь. Имею в виду, что молодые офицеры, есть даже женщины в этой команде. Мы их всех знаем поименно, адреса, фамилии, явки, пароли. Которые программируют эти ракеты на аэродроме, и они уже цепляются на подвесы с заложенной в них программой полета. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, может ли возможное наступление России весной сорвать наше контрнаступление, либо отсрочить его? Нет, оно его не отсрочит, и оно его не сорвет. Будем надеяться, что не сорвет. Объясню почему. Дело в том, что мы ждем от России этого первого удара. Россия должна сейчас, и я вам рассказывал, это мое личное мнение, моя теория сценария этой войны, это то, что Российская Федерация Путин должен вытянуть из России все, что он может вытянуть в военном потенциале. То есть весь военный потенциал собрать, вывести на поле боя, и направо нашарать, и налево нашарать. Примерно так. Вывести ее на поле боя и дать нам решающее сражение. Да, немножко чем-то напоминает прошлый или даже позапрошлый век. Когда выходили две армии, и примерно так идеология подсказывает. Они должны дать решительный бой. И по результатам этого решительного боя мы переходим в контрнаступление. То есть это просто будет для нас последний бой, если мы его проиграем. Поэтому мы не должны проиграть. Плюс Запад делает ставку на нашу победу. Плюс к этому именно бою Запад начинает передавать нам тяжелое вооружение и готовить наши вооруженные силы. Мы должны разгромить эту орду на поле боя, и дальше тогда Украина автоматически переходит в контрнаступление. Как это будет выглядеть, это уже поживем, увидим. Время покажет. Очень интересное видео, но возник вопрос о видах защиты танков. Вы говорите об активной защите, но насколько мне известно, то это не активная защита танка, а динамическая. Активная же защита танка — это система, которая установлена на танке и выпускает противоснаряд навстречу снаряда, атакующего танк, и подрывает его, либо же повреждает. Они же КАЗ, израильский трофи, к примеру. КАЗ — это имеется в виду комплекс активной защиты. Да, вы правы, что есть динамическая, есть активная. Активная защита, она не только выпускает противоснаряд, она может просто отводить. Управляемые ракеты она может отводить с помощью бортовой радиолокационной станции. Как правило, все вместе: активно-реактивная защита, активная защита, динамическая защита. Специалисты, которые понимают в этом вопросе, они различают. Как вы видите, вы четко различаете, что такое динамическая, что такое активная защита. Я не думаю, что простому человеку надо в таких тонкостях и деталях разбираться. Все люди понимают, что если на танке есть квадратики или прямоугольнички металлические, значит на нем уже есть активная защита или динамическая защита.
Кстати, эти комплекты, ну, в той же даже Российской Федерации и в других странах мира называются комплект активно-динамической защиты танка. Устанавливается активно-динамическое, то есть и то, и другое, все идет в комплекте. Поэтому, да, вы, в общем-то, правы в деталях, что КАЗ — это системы управления огнем, которые либо отбивают снаряды, либо отводят эти управляемые снаряды. А динамическая защита — это вот те взрывчатые вещества, те шашки, которые закладываются на броне для того, чтобы размыть кумулятивную струю или изменить угол входа, точнее отправить на скольжение бронебойно-подкалиберные снаряды. Они тоже, от них тоже спасает динамическая защита танка. С таким напором, как у российской армии, я так предполагаю, они скоро пойдут на Славянск-Краматорск. По карте Deep State видно очень стремительное продвижение. Олег, скажите свои прогнозы, как будут дальше развиваться события, на ваше мнение? Я думаю, что на этом вот этот успех, который они там сегодня достигли, я думаю, что это потолок. Дело в том, что дальше за Солидаром проходит канал. И есть естественные преграды. И у нас дальше есть рубеж обороны. Мы просто садимся на этот рубеж обороны, и Российская Федерация начинает все сначала. Если они Солидар брали 6 месяцев, то и то еще не взяли до конца. Надо констатировать факт, что мы еще ведем бои на окраинах Солидара. А они подтягивают все свежие и свежие резервы, а это говорит о том, что они несут огромные потери на этом участке, то вопрос, сколько они будут брать следующий рубеж. И следующий, кстати, давайте вспомним Северодонецк-Лисичанск. Северодонецк мы держали довольно долго. Мы нанесли огромные потери Российской Федерации. Там была самая сильная группировка войск на том направлении сосредоточена. Потом они уже перебросили часть войск на правый берег под Херсон. Вот. Ну, с Лисичанском у них получилось нас обыграть в плане того, что вот они сделали вот это ускоренное окружение. И мы вынуждены были отойти, чтобы не оказаться в этом котле. Но они же дальше не продвинулись. Они дальше, вот с момента взятия Лисичанска, фронт стоит, никуда не двигается. Сиверск как был наш, так и остался. Несмотря на то, что и Лиман взяли, и практически Сиверск был, группировка вокруг Сиверска была в полуокружении. В реальном полуокружении. Посмотрите на карту, вот отмотайте на той же карте Deep State, отмотайте анимацию на тот период, и вы увидите, что там был практически полукольцо. И что? Ничего, то же самое и здесь. Мы садимся на следующий рубеж, и российские войска начинают все сначала. Наша песня гарна нова, починаем и снова. И сколько они будут брать следующий рубеж, а там еще естественная преграда в виде канала. Я думаю, что это и то, вы смотрите, как они продавили нашу оборону в районе Солидара, какой ценой. Они найдут еще столько же людей и техники. Ведь они же еще несут потери в технике, а техника очень в России туго восстанавливается. Даже при всех тех огромных просторах и запасах, но у них, видите, они даже последние месяцы не пускали пехоту без танков, без поддержки бронетехники. Они просто пускали ее в пешем порядке. Да, она нас, как-то таро-монгольская ига, она нас частично затоптала, мы вынуждены были отойти. Вот. Но при этом сколько мы их положили. Так что цена победы. Может это оказаться для российской армии первая победа. Имеется в виду, у рашистов они постоянно белые, а у наших меняются. В начале войны, допустим, были синие у ВСУ, видео с фронтов и в городе у ТРО. Потом цвета начали меняться. Но я думала, замена идет просто через определенный промежуток времени. Но потом в одно время увидела в видео в одном направлении фронта сразу два цвета. А сегодня в Солидаре сразу три цвета
повязок. Объясните, пожалуйста, подробнее, от чего зависит цвет, замена. Спасибо заранее. Смотрите, дело в том, что цвет не меняется. Просто вы не обращали внимания. У россиян два цвета: красный и белый. Я так понимаю, что красным цветом пользуются, белым цветом пользуются вооруженные силы, потому что чаще там мы видим на бойцах вооруженных сил. Красным цветом могут пользоваться либо с соседнего направления, либо, допустим, десантные войска или мобилизованные. Но у них применяется два цвета: белый и красный. У нас цвета применяются: желтый это ВСУ, зеленый это пограничники, синий это, по-моему, национальная гвардия. Вот, примерно так распределено. Никто не меняет цвета, они остаются от начала до конца и помечают. У нас мы, как правило, на касках, на рукавах, российские войска на рукавах и на ноге. Еще они делают себе повязку. Вот иногда они бегут, у них под коленом это самое, как орден подвязки. Вот, они отмечают себя такими цветами. Но цвета не меняются, просто вы не обращали на них внимания. И либо вы видели в разное время на разных участках разные цвета и думали, что они меняются. А когда разные виды силовых структур сошлись вместе, тогда вы поняли, что этих цветов несколько. И у вас возник соответствующий вопрос. Их никто не меняет. Россия бело-красная. Либо красные, либо белые повязки. Украина синие, зеленые, желтые повязки. Привет из Южноукраинска. У нас тут атомная станция. Говорят, мы светимся ночью. Скажите, есть ли какая-то информация про оккупантов, которые окапывались в рыжем лесу? И какие последствия, на ваш взгляд, для них в ближайшем будущем? И еще вопрос. Откуда, давайте так. Первый вопрос. К сожалению, никакой информации по поводу того, кто окапывался в рыжем лесу. Это в Чернобыле так называют рыжий лес. Это сухой лес, вот, в котором, если копнуть, там сразу радиация. На поверхности вроде так более-менее. А вот 20 сантиметров вглубь, то есть штык лопаты, там уже фонит капитально. Они, да, действительно, они нарыли там окопов. По принципу, что деды же воевали, все же было хорошо. Почему нам нельзя? Кстати, это я не придумал. Это действительно сказал один из российских военных, по-моему, пленный. Или из начальников, когда ему задавали вопрос, что а вы не думали, что рыжий лес, он не просто так рыжим стал? Он говорит, так деды же воевали, все нормально. И мы тоже отрыли окопы. Но когда солдат начал рвать и тошнить, то есть они получили степень облучения довольно серьезную, которая уже начала проявляться, их резко оттуда забрали. Говорят, что единственная информация, которую я встречал, их забрали сначала в Центр радиологии Беларуси, а дальнейшая их судьба неизвестна. Скорее всего, их забрали в Российскую Федерацию. Но я вам скажу, что все, кто получил обучение в рыжем лесу, это смертники, это покойники. Вопрос их... Почему? Потому что лучевая болезнь, она не лечится. На сегодняшний день лучевая болезнь не лечится. Она просто от степени облучения, она может быть длиться там несколько лет, а может несколько месяцев, а может несколько недель или несколько дней. Все зависит от того, какую степень облучения получил человек. Но это приговор уже однозначный и бесповоротный. Тут медицина полностью бессильна перед радиоактивным облучением людей. Особенно в таком контексте, как получение лучевой болезни. Поэтому не знаю их дальнейшую судьбу, но понимаю, что эти люди уже не жильцы. И такой еще вопрос. Откуда у ЧВК «Вагнер» такие мощные резервы в виде танков, самолетов, в целом тяжелой техники, если у регулярной армии подавляющее большинство техники перебито либо захвачено? Слава Украине, с Новым годом! Так вот, это что вы прослушали? Я уже об этом говорю месяц, даже больше, что триумвират формируется: Кадыров, Суровикин и Пригожин.
Дело в том, что в разное время эти люди пересекались. Кстати, было много публикаций по этому поводу. Можете погуглить и почитать, кто где с кем пересекался. Но они все трое друзья. У них очень хорошие дружеские отношения. И, естественно, Суровикин, став начальником, командующим СВО, естественно, все силы бросил на снабжение пригожинцев, именно на обеспечение вот этих вот частных военных компаний Вагнера, которой командует Пригожин. По личному составу Пригожин получил, скорее всего, карт-бланш от Путина, потому что никто больше не мог бы дать такое разрешение. Он начал вербовать в добровольно-принудительном порядке по зонам. Дошли они аж до Владивостока. В зонах вербовали заключенных, предлагая амнистию в обмен на подписание контракта. И мы знаем, даже видео есть, где с Иркутска его везут самолетом, этих зэков. Поэтому у них и все есть. И я даже отмечал, что в частной военной компании Вагнера Т-90, а в регулярных частях российских войск Т-72 советская, снятое с хранения. Это да. И, соответственно, Суровикин обеспечивал, а все обеспечение идет только за счет Министерства обороны. А сейчас все поменялось. Мавр сделал свое дело, ЧВКшники никому не нужны. Я в оперативной обстановке рассказывал, что методичка поменялась. ЧВКшников чморим, Шойгу славим, Герасимова славим. Ну, это для российской пропаганды так написано. Вот. ЧВКшников чморим, про Пригожина забываем. Вот, Суровикин в подмастерье к Герасимову отправлен. Человек генерал на побегушках. Куда Герасимов пошлет, туда и побежит. А сейчас Герасимов вспомнит все оскорбления, которые там были от ЧВКшников и прочих. Так что Суровикину надо сейчас поджать хвост, заткнуть рот, залепить рот двумя ладонями и преданно смотреть в глаза Герасимову. Чтобы не поломать, резко не закончить или плохо не закончить свою военную карьеру. Вот такая вот история. Отсюда и, соответственно, и танки, и артиллерия, и боеприпасы, и все остальное. И амуниция, и патроны, и все остальное. Прочитал информацию такую. Якобы из Соединенных Штатов в Голландию, в порт Лиссинген отправлено 1250 бронетехники, единиц. Но я имею в виду не только танки, но и остальную технику. Это правда? Если да, то быстрее бы дошло до Украины. Я из города Актау, Казахстан. Но раньше, до 1991 года, назывался Шевченко. Но имейте в виду, есть еще город Форт Шевченко. Между ними 135 километров. И там музей имени Тараса Григорьевича Шевченко. Вот как приятно, что и музей есть, и город еще сохранился. Хотя бы Форт Шевченко. Хотя бы не Актау переименовали, я так понимаю, наверное, историческое название. Да, действительно, в портах Голландии разгружается большой пароход с бронетехникой из Соединенных Штатов. И действительно там больше 1000 единиц. Там танки, бронетранспортеры и другие специальные бронированные машины. Ну и другое вооружение. Полной номенклатуры того, что привез пароход, нам не дают. Думаю, что это именно то, что говорил Джо Байден. Вот пакет помощи для нас там есть. В трюмах этого парохода он присутствует. Единственное, что танки, скорее всего, если США сейчас не примут решение на заседании в Рамштайне, в формате Рамштайн, о передаче нам Абрамс, танков Абрамс, то эти танки пойдут в Польшу, потому что Польша ждет свои танки Абрамс уже давным-давно. И даже уже успела купить корейские, пока чухались Соединенные Штаты в плане доставки им этих Абрамс. Доброго дня, знову Южноукраїнськ. А скільки нам потрібно літаків винищувачів для контрнаступальних дій? Дякую за доповідь. Ну, я думаю, если бы нам 1-2 полка дали, то это было бы очень хорошо. То есть где-то 50-60 машин для нас, вот этих многоцелевых истребителей-бомбардировщиков, так они правильно называются, многоцелевой самолет. Да, это бы сделало, конечно же, погоду. Особенно западного образца, который довольно
с меньшей проблематичностью, так правильнее, наверное, будет сказать, могут преодолевать российские системы РЭП и ПВО. Куди звертатись, як дізнатись, скільки коштів повинні отримувати бійці Збройних сил України на першій лінії оборони? Бійцям явно не доплачують кошти. Я знаю, что такая проблема есть, и там вопрос, надо следить за одной вещью, чтобы своевременно штаб части своевременно отдавал приказам этого солдата. Потому что если строевая часть не проведет рядового или там офицера в суточном приказе, что он прибыл и приступил к обязанностям на нуле, в первой линии обороны, то, естественно, финчасть не будет начислять ему боевые, как на первой линии обороны. А по объемам выплат я рекомендую вам обратиться на горячую линию Министерства обороны, и там вам дадут подробное разъяснение. Кстати, если вы погуглите в сети, была сетка, когда это распоряжение формировалось, то была сетка, сколько будет получать, где 40 тысяч, даже я помню там основные критерии, 40 тысяч это обычно призванный или мобилизованный и подписавший контракт, а 100 тысяч получает тот, кто находится на первой линии и принимает участие в боевых действиях. Но для того, чтобы платили деньги, необходимо, чтобы военнослужащий был отдан приказом по части о том, что он приступил к обязанностям там, в условиях боевой обстановки. Все считать первую линию обороны. Тогда ему начисляются эти деньги. Как только он с первой линии уходит, соответственно, его приказом отдают. Если там, не дай бог, погиб, ранен, значит перемещение в госпиталь. Суточный приказ — это приказ, который описывает жизнедеятельность части. Каждый день, он пишется каждый день. И там все отмечается, кто приехал, кто уехал, кто на передовую, кто в тыл, кого мобилизовали, кого похоронили, кого отправили в госпиталь и так далее и тому подобное. Так что вот там вот следите за приказом и в Министерстве обороны или в Гугле уточните сетку оплаты нашим военнослужащим за участие в боевых действиях. Или на сегодняшний день сетку денежного содержания для наших военнослужащих в условиях военного времени. Вітання з Києва. Так, енергосистема Києва зрушила трамваї. Можливо, з відходом пана Суровікіна Втора армія міра, в кавичках, кине воювати з трансформаторними будками Бахмут, Солідар, наша біль і наша гордість. Хлопці Збройних сил України найкращі в світі. Якщо Втора армія міра, знов в лапках, що по 6 місяців штурмує райцентр, то у чому ж велич Росії? У путінському чемоданчику, смотрите, да, тут я не думаю, что с отходом Суровикина от командования прекратятся ракетные атаки. На мой взгляд, я всегда высказываю это мнение, что ракетные удары будут продолжаться до последнего дня этой войны. До тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении огня. Будет одна ракета оставаться у Путина, поверьте, он ее пульнет в нашу сторону. И пульнет ее не в войска, он ее пульнет в трансформатор или в какой-нибудь водоканал. Вот. Ну, такова их сущность, понимаете. Нагадить как можно больше и как можно сильнее. Вот. Так что тут даже не надейтесь. Надо работать над созданием системы ПРО и ПВО для того, чтобы защититься от этих ракет. Но летать они будут независимо. Герасимов, Суровикин, Дворников, Лапин, кто бы там ни командовал этой операцией, ракеты будут летать. Объясните, почему Российской Федерации удалось в короткий срок почти захватить Солидар. Это они сделали в этот раз правильно, что вооруженные силы
что они в этот раз сделали правильно, а что вооруженные силы Украины сделали неправильно. Почему не получается Солидар отстоять? Вы скажете, что Солидар меньше, чем, например, Бахмут. И оборонять его непросто. Но получается тогда, что стоит стоит Российская Федерация посильнее навалиться на городок, наподобие Солидара, и он не устоит. Но ведь так, откусывая по крошечному кусочку, Российская Федерация добьется своих целей. Или как? Спасибо за ответ. Постскриптум. Что за проклятие с этим Бахмутом и Солидаром? Почему ВСУ сами не могут долбануть Российскую Федерацию с флангов, с юга и с севера Бахмута и покончить с этим кошмаром? Сколько можно? Смотрите, у нас проблемы в организации взаимодействия и управления. В Солидаре собралась, будем так говорить, сборная солянка разных силовых структур. И несмотря на то, что общее руководство осуществляет генеральный штаб, у нас возникли проблемы с организацией взаимодействия на местах. Что самое сложное, в штабе, когда 3 начальника в одном кабинете, они друг друга слышат, видят и понимают. А когда эти начальники начинают транзитировать свои приказы вниз, в войска, то на местности войска начинают задавать вопросы. Есть момент непонимания. Вот это была огромная проблема в управлении войсками. Поэтому у нас из-за плохой организации взаимодействия между силовыми структурами, обороняющими город, и возникла такая проблема, что мы вынуждены были из города отойти. Ну а Российская Федерация действительно применила метод закидывания телами. Они нас просто затоптали, ну скажем так. И не все, надо признаться честно, не все подразделения наши выдержали этот натиск. И некоторые дрогнули и отошли самовольно, даже самовольно отошли с тех позиций, которые занимали. Вот поэтому, ну я не скажу, что так быстро, нельзя так говорить. И вспомним, когда вагнеровцы начали штурмовать Солидар осенью, в начале осени, в первой половине осени они начали. Так сколько им понадобилось? 3 месяца понадобилось усилию. 3 месяца штурмовала Солидар, пыталась штурмовать Солидар российская армия регулярная. И еще 3 месяца ЧВКшники. Так это при условии, что на ЧВКшников работала весь тыл группировки, или большая часть тыла группировки российских войск в Донбассе, на оккупированной части Украины, работал исключительно на ЧВК Вагнера. Вся артиллерия туда была, большая часть артиллерии стянута туда, боеприпасы, они там не считают, там нет боеприпасного голода, как на других участках мы отмечаем, есть у россиян боеприпасный голод. Снижение темпов стрельбы или интенсивности ведения огня артиллерии российской отмечается на некоторых участках даже в 2 раза. Но на некоторых участках, но не на Солидаре. На Солидаре и на Бахмуте они как выкладывали 1000 снарядов в сутки, так они 1000 снарядов в сутки и выкладывают по нашим позициям. Поэтому они смогли сосредоточить. А то, что мы не нанесли фланговые удары для того, чтобы ликвидировать этот выступ, говорит о наших резервах. Значит, на сегодняшний день нету того резерва, который мог бы нанести этот фланговый удар. А просто вкинуть в бой войска и потерять их в этой мясорубке, я считаю, что это неправильно. Лучше отойти и уступить этот метр земли, этот небольшой кусочек, но сохранить войска, а потом его спокойно, измотав противника, его спокойно отбить с наименьшими потерями для своих войск. Поэтому эта война. Это взаимообоюдный процесс, который постоянно происходит в динамике. И нельзя так, что одна сторона бьет, а вторая сторона молчит. Мы так делали 8 лет. Подставляли щеки, и просто надо было прекратить стрелять, как нам говорили. Вот. Это одно политическое руководство, предыдущее политическое руководство объявляло перемирие. Кстати, 22 или 24 перемирия было объявлено в одностороннем порядке. Хлебные, пасхальные, новогодние. Они били и били по нам. А мы объявляли перемирие. Вот. Поэтому это очень такая, я бы сказал, сложная ситуация. У нас нехватка артиллерии, у нас нехватка боеприпасов.
Почему? Потому что мы зависим от поставок. И тут нельзя так судить, что вот мы там что-то сделали неправильно. У нас есть недостатки. Мы не можем организовать взаимодействие на местах. Мы не можем удержать позиции, допустим, в плане выполнения приказа ни шагу назад. Иногда такой приказ нужен, просто необходим. Иначе, видите, сыпется весь фронт. Если кто-то начинает бросать позиции, то соседи рядом тоже вынуждены эти позиции оставлять, с боями отходить. Вот. Так что это война. Доброго вечора. Знов пишу про ці, не буду читати це слово, про ці танки. Польща закупила південно-корейські К2 Black Panthers. Чи має Польща право передати їх нам без дозволу Північної Кореї в рамці Люблінського трикутника? Завчасно дякую за відповідь. Україна була, є і буде. Слава Україні, слава Збройним силам України. Сколько можно говорить? Нельзя третьей стороне передать вооружение. Таков закон. Россия делает все, что хочет. Передает, не передает. Россия наплевала на все международные правила. Поэтому не ориентируйтесь на Россию. Никогда Польша не передаст без разрешения Южной Кореи танки К2 в состав вооруженных сил Украины. Вот если польская, что в принципе невероятно на сегодняшний день, потому что НАТО дистанцируется от этого конфликта и, как сказал Байден, НАТО ни при каких условиях не будет в него вмешиваться, будет только помогать. И НАТО не помогает же Украине, они там все обсуждают, но не помогают. А помогают отдельные страны напрямую, как партнеры. Вот. И если только Польша решит, что войско польское примет участие в этой войне на стороне вооруженных сил Украины, вот тогда польские солдаты на польских танках К2 «Черная пантера» южнокорейского производства могут приехать в Украину и принять участие в боевых действиях. Тогда война расширит свою географию. Тогда война перейдет, допустим, в статус региональный. Еще пару стран вмешаются, это уже будет мировая война. Поэтому нет, этот вопрос снимите с повестки дня и больше не задавайте. Любое иностранное вооружение может быть передано с разрешения правообладателя или производителя этого вооружения. Нам в ближайшее время собираются наконец поставить зарубежные танки, тот же Леопард. А есть у нас танкисты, кто может сразу сесть на эти танки и в бой? Да, в принципе есть. Почему? Потому что у нас гепарды есть. Гепард, у него база Леопард-1. Они там особо не отличаются. Есть нюансы в управлении, но в общем, если мы готовим специалистов на Леопард-1, на вот эти гепарды наши, то подготовить на Леопард-2 вообще не проблема. Так что тут еще проблема в том, что ни один механик-водитель, если вы имеете в виду, что танкисты, то танкистов у нас нет на Леопард. У нас механики-водители только есть. Это один член экипажа. Вот, а их там 4. Поэтому нет, экипажей на танке нет, механики практически есть, а вот экипажей, к сожалению, нет, их надо обучать. Я думаю, что наши ребята освоят эти танки, а уже боевой опыт будут набирать практически в ходе боевых действий. Подскажите, пожалуйста, сбиваем ли мы ракеты «Искандер» и какая разница между баллистическими ракетами Ирана и «Искандером»? Смотрите, «Искандеры» мы сбиваем, но очень мало. Это баллистическая ракета, и она очень сложна в сбитии. Я уже объяснял. Почему? Потому что она на конечном участке траектории, несмотря на то, что траектория легко просчитывается радиолокационной станцией, для того, чтобы успешно сбивать баллистику, надо засекать ее практически в момент пуска. Тогда есть время для расчета точки встречи с противоракетой и время для реакции самого комплекса противоракетного, который будет выпускать эту противоракету. Какая разница между баллистическими ракетами Ирана и «Искандерами»? Никакой.
Законы баллистики одинаковые для всех ракет. Если это баллистическая ракета, она летит по баллистической траектории. Просчитывается абсолютно одинаково. Разница только в дальности этой ракеты. Соответственно, в высоте параболы, которую она описывает с момента пуска до момента достижения цели. А принцип действия и траектория полета, она абсолютно у них, примерно у них одинаковая. Поэтому разницы нету никакой. И вот почему и говорят наши специалисты воздушных сил, что поставки иранских ракет для нас будут очень проблематичны. Потому что если к этим российским ракетам мы уже как-то адаптировались и как-то приспособились к их сбитию, то к иранским мы еще не адаптированы и не приспособились. И мы первое время будем учиться выявлять особенности этой ракеты, искать ее слабые места и порядок их, алгоритм их засечки и сбития. Это все придет к нам с навыками. А каждый навык это может вылиться в пропущенную ракету. Поэтому для нас это будет проблематично. Ну что ж, и еще один вопросик на сегодняшний день. Смотрю ваши выпуски. Вы говорили, что танки Т-34 помогало делать Соединенные Штаты Америки. Расскажите подробнее. Ну тут практически вам ответили в комментарии, я его прочитаю, ответ на ваш вопрос и немножко дополню. Танк Т-34-85, броня с применением американских легирующих присадок, вольфрам, молибден. Двигатель из американского алюминия. Погон башни изготавливали на американском карусельном станке. В СССР не было своих таких станков. Пушка рассверлена тоже на американском станке. Снарядные гильзы из американской латуни. Порох и тротил в них тоже американские. Резиновые бандажи на катках из американского каучука. Рация американская. Я еще к этому добавлю, смотрите, как было сделано. Летом 1941 года Соединенные Штаты покупают один танк. И этот танк уходит в Соединенные Штаты Америки. Они его дорабатывают в течение полугода. Танк получил ходовую трансмиссию, всю трансмиссию танк получил от американского трактора. И уже возвращается в Советский Союз, возвращается конструкторская документация на доработанный танк Т-34. И он запускается в серию нашими предприятиями. Вот такое участие. Ну вот тут вам более подробно еще расписал зритель по поводу того, что конкретно сделали Соединенные Штаты. Ну, пороха, латунь и алюминий для блоков двигателя, естественно, США поставляли для всех видов вооружения. И просто они поставляли это в виде отдельных материалов. Отдельно шли пороха, взрывчатые вещества, отдельно шла латунь, которая потом уже отливалась, переплавлялась в гильзы. Вот, так что, но именно сам конструктив танка дорабатывали в Соединенных Штатах в течение первых полугода хода войны между Советским Союзом и Германией. Вот, в годы Второй мировой войны. Ну что ж, на этом мы вопросную часть нашего видео с вами закончим. У нас остается третья часть, коротенькая, это комментарии, приветствия и пожелания, которые вы прислали. И первая такая и первый такой комментарий будет звучать следующим образом. Одна только просьба, я так понимаю, это ко мне. На нас напали не русские, а россияне. Потому как не Русь напала на Украину, а Россия. Принадлежность к термину «русский» на данный момент спорна. Ну да, кстати, мне всегда нравилось, как Ельцин говорил: «Дорогие россияне». Вот, он подчеркивал это. Вот, что Российская Федерация — это россияне. В этом плане спасибо за замечание, буду стараться его учитывать. Слава Украине, слава героям, Молдова с вами, обязательно будет победа Украины. Помогаем, чем можем. У меня точное понимание, что только благодаря доблестному
отпору вооруженных сил Украины мне не понадобится военный билет, который я носил при себе в первой неделе навалы орков. Ну, зря вы думаете, что не появится, все равно уточнять свои данные, эти самые учетные данные необходимо. Ну, а вдруг ваша специальность такая же. А, вы в Молдове, извините. Так, я із вами повністю згоден щодо Білорусі. Їх у одних ранг необхідно ставити, їх у один ранг необхідно ставити з Московією. Чим швидше піде вусатий бульбаш, тим більше ймовірність, що на північно-західному кордоні нашої країни у майбутньому буде відносний спокій. На кордоні з сябрами стоять наші підрозділи і у разі удару зі сторони Білорусі можуть нанести удар по аеродромах, нафтопереробних заводах та заводу з виробництва міндобрив. І тоді вусатий фюрер стане повністю голим. І він про це знає, бо його вже попередили, що більше терпіти його виходки не будуть. Ну, будемо надіятися, що іменно так і буде. А, от, кстати, подсказка. Пане Олеже, ось копнув про японську гаубицю Type 99. 155 мм самоходка, броня алюминий, экипаж 4 человека, движок Mitsubishi, 6 цилиндров, дизель 600 коней. Кількість таких гаубиць 117, дальність їзди 300 км. Ну, это мы все прочитали. Вот єдине, що скорострільність 6 пострілів в хвилину, завжди слухаю вас у штаті Вашингтон. Прямо зараз в Києві чутно вибухи. В багатьох каналах розглядають інформацію, що це може бути балістичні ракети. Зрозуміло, що чекаємо офіційних заяв від нашого керівництва. Але питання, яка похибка саме в балістичних ракетах, в Іскандерах та іранських? І чи є інформація про постачання саме іранських ракет? Давно цю тему не чути. Думаю, що вони такими ракетами, якщо і запускатимуть, то будуть не по жилим кварталам, а все ж таки по важливим об'єктам. Завчасно дякую. Ну, я думаю, что это точно не иранские ракеты, потому что пока что информации о передаче нету. Говорят, Иран очень упирается, не хочет передавать, не хочет попадать под санкции в очередной раз. Вот. Что касается того, что это баллистические ракеты, вполне может быть, потому что сначала ударили ракеты, потом прозвучала тревога. Так пропустить можно только баллистику, а не крылатые ракеты и дроны. Вот. Так что вполне вероятно. Ну, давайте дождемся, что же там. Израильская система оповещения срабатывает не только своевременно, но даже в конкретном районе города. Именно там, куда летит. А в других районах все тихо. В августе имели возможность здесь, в Израиле, убедиться. Так что, конечно, хорошо бы нам такую систему. А то у нас в Харькове вот и именно что сначала взрывы, а потом сирена. Опять-таки была возможность убедиться. Ну вот опять, смотрите, как японскую САУ все. Японская САУ Type 95, дальность стрельбы обычным снарядом 30 км, кумулятивным 40. Автомат до заряжания, скорость стрельбы первые 3 минуты 18 выстрелов, дальше 6 выстрелов в минуту. Вот видите, с миру по нитке, голому рубашка. Мы с вами разобрались, все нашли на просторах интернета. Спасибо вам огромное. В деталях узнали даже состав, точнее почти полный ТТХ японской гаубицы Type 99. Добрый вечер. Насчет сравнений танков и гаубиц хотелось бы кое-что интересное добавить. Многие системы делятся компонентами, допустим, пушка немецкой компании Rheinmetall, которая стоит на Leopard 2, тоже стоит на Абрамс, на японском танке, на корейском и на турецком. Также будет в будущем и на Challenger 3. Это практически все западные танки с одной немецкой пушкой или ее модификацией. Также я интересовался, почему много танков имеют двигатель ровно 1500 лошадиных сил. Это у Leopard 2, у Challenger и, допустим, у Меркавы, Израиль. Оказывается, там стоит тоже двигатель компании
Фридрих Хайфен, тоже Германия. Но есть, конечно, исключения. Допустим, у Абрамса, у него газотурбинный двигатель. Я думаю, наверное, у гаубиц тоже много одинаковых компонентов, поэтому есть много похожих систем, так же, как и у танков. Да, я добавлю тот же краб, польский краб гаубица и гаубица С-90 Великобритания, это один и тот же ствол. Кстати, именно поэтому, вот что идет такая унификация, кстати, видите, немцы давят везде. Немецкая промышленность впереди планеты всей в плане вооружений, по танкам, особенно по артиллерийским стволам, видите, и двигателям. То есть стволы стоят почти на всех танках, на части западных танков, и двигатели стоят тоже на западных танках. Кстати, израильский танк, по-моему, 75 тонн весит. Он вообще такой боевой слон, я бы его назвал. Вот. И они предпочли немецкий двигатель. Вот именно поэтому НАТО пришло к выводу, что надо все унифицировать. Единственное, правда, что они смогли полностью унифицировать, это снаряд. Вот с зарядами уже у них проблемы. Но снаряд они смогли унифицировать для артиллерийских гаубиц. Вполне возможно, что они продолжат унификацию на будущем для того, чтобы облегчить себе логистику и обслуживание, и ремонт, и замену этих частей на этом вооружении. В голове не укладывается страшный сон наяву. Спаси и сохрани, Господи, Украину, с любовью, Молдова. Солидар вернется, но если его держать ценой сотни жизней, это не всегда правильно. Не нужно уподобляться россиянам. Никто не сомневается в победе Украины. Она, несомненно, будет. Терпение, разум и выдержка. Очень хороший комментарий. Я думаю, что наш генеральный штаб именно так и поступит. Не будут просто так ложить солдат для того, чтобы удержать Солидар. Если нельзя будет его удержать, я думаю, что мы его оставим. А потом мы его вернем. Ну что ж, на этом я благодарю вас за ваше внимание, что вы досмотрели именно до этого момента. Мы видео наше закончим. Я еще раз призываю подписаться на мой канал тех, кто не подписан. Поставить лайк этому видео, кому оно понравилось, для того, чтобы ее могли увидеть как можно больше людей. Огромная благодарность спонсорам и тем, кто поддерживает канал. Благодаря вашей поддержке и спонсорской помощи у меня есть возможность доносить до вас эту информацию. А мы с вами продолжаем верить вооруженным силам України. Перемога за нами. Слава Україні!